Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Итак, тема сегодняшнего расклада. Что он думает обо мне прямо сейчас? Давайте посмотрим, да, какие у него мысли вообще, что он там планирует, что собирается делать, ну и так далее. Для кого актуальна эта тема, остаемся на раскладе. Для кого не актуальна, ждите, когда выйдут новые раскладики. А мы приступаем к характеристике ваших отношений. Итак, что же сейчас между вами? А между вами тишина. Мгм. А между вами или расстояние. Есть какие-то ограничения. Здесь возможны треугольники, то есть может быть третье лицо, или же родственники, которые против ваших отношений. Ну, то есть здесь отношения борьба. Честно могу сказать, просто так вот вам встретиться, созвониться, да, договориться и встретиться не получается. Почему? Потому что здесь нужно или подстраиваться под обстоятельства, или решать какие-то проблемы с работой, или же на самом деле приходится скрываться. Но честно могу сказать, вы от этого уже подустали. Четверка кубков говорит о том, что я устала, мне это надоело. Я хочу спокойствия, я хочу спокойных, гармоничных отношений. Бездействие со стороны мужчины. Женщина подумывает о том, чтобы переключить свое внимание на что-то новое и начать искать уже, скорее всего, в своей жизни новые отношения, нового мужчину, именно тот, который даст ей брак, который даст ей серьезные отношения и который даст ей перспективу на будущее. На данный момент то, что у вас есть, вы, ну, если честно, да, готовы отпустить. Готовы отпустить. Здесь как будто бы женщина понимает, что я хочу быть в роли первой женщины, да. Я хочу изменить статус, стать женой, хозяйкой дома, матерью его детей и так далее. А мужчина бездействует. То есть, видите, есть все время какие-то ограничения. Даже если он не женат, тут как будто бы мужчина не собирается ничего менять в своей жизни. Полное бездействие, паж жезлов — это минимум вложений, но при этом требует к себе определенного внимания, определенных чувств, пытается сохранить свою позицию. Ну и также, конечно же, здесь проигрывается, что мужчина считает, что ведет он себя правильно и что этими отношениями управляет именно он. Ну, здесь так и есть, если честно. Ладно, давайте тогда посмотрим, что мужчина думает о вас. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Если не узнали. Кстати, если вы хотите замуж за этого человека, и он свободен, вы ему уже устали намекать. Вот намекаете, что уже пора бы что-то менять, уже пора бы принимать решение. Мужчина делает вид, что он вас понимает, но при этом ничего не делает. Вот о чем этот расклад еще. Ладно, давайте посмотрим его мысли о вас на данный момент. Вообще, что он думает, как он видит ваши отношения. Он думает, кстати, между прочим, думает. Это уже хорошо. Почему? Потому что бывает такое, что человек находится в отношениях, он даже думать не хочет о том, что что-то изменить. Почему? Потому что для него важно сохранить свою позицию. То есть менять он вообще ничего не собирается. Этот же мужчина думает, во-первых, кстати, здесь еще, если вы поставили точку и отстранились от мужчины. Почему? Потому что понимаете, что для серьезных отношений он не подходит. Ну, то есть уже проверили, уже 100 раз намекнули, уже 100 раз, как говорится, да, попробовали дать ему кучу шансов, но дело в том, что до мужчины не доходит. Ну, или доходит, но делать он ничего не собирается. Ну, и здесь четко видно, что вы, скорее всего, просто отвернулись, потому что я вижу, что со стороны женщины идет уже такое настроение, когда я готова пойти в новое. Ну, а кто-то уже и пошел, да, искать своего императора, кто-то пошел искать именно того человека, который может дать вам будущее, но в данный момент я не вижу, что вы сейчас вот прям в паре.
То есть вот женщина здесь, да, есть мысли, но в паре я вас не вижу. А мужчина о вас думает, он вспоминает, он пытается как-то, вы знаете, даже проанализировать всю ситуацию. Мгм. Что он думает о вас? Вы знаете, он считает, что он то ли время упустил. Вот если у вас вот тут уже затянувшаяся пауза, он считает, что я упустила время, скорее всего, у нее уже есть стабильность, она нашла, что искала, ее любят. Почему? Потому что она женщина ценная, женщина, которую мужчины на самом деле, вот если нашли, не готовы терять. То есть если вы находите хорошего человека, мужчину, у которого есть определенные цели, если он настроен сразу на серьезные отношения. Одно дело, если мы нашли мужчину, который вообще не собирается ни жениться, ни креститься и вообще не строить ничего серьезного, да, и мы требуем от него каких-то перемен. Здесь, конечно, говорить не о чем. Но если мужчина ищет жену, хозяйку дома, если он настроен на серьезные отношения, то он ищет именно такую женщину, как вы. И не каждый мужчина может найти такую женщину. То есть это задача не из легких. То есть не каждый мужчина может найти именно хорошую хозяйку, жену, женщину верную, искреннюю, той, которой он может доверять. То есть женщин там много, но не на каждой можно жениться. А вы подходите для этой роли. Вы как будто бы созданы для этой роли. И вот здесь мужчина прекрасно понимает, что вот я упустил, или я, например, да, ей не дал того, о чем она мечтала, и, скорее всего, она больше мне не даст ни шансов, ни возможностей. Она, скорее всего, от меня отвернулась, и она не верит, что я ее люблю. Поэтому что здесь происходит? Мужчина думает, страдает, переживает, оценил вас наконец, понял, что вы за женщина, и что такая женщина, она попадается, может быть, раз в жизни. И что такое, если ты нашел, то это для тебя счастье. И ты должен держаться за него и никому не отдавать. А он разбрасывается, он недооценил, он обесценил. Хорошо, еще что ты думаешь? Что ты думаешь? Я хочу решить проблемы, я хочу восстановить отношения, я хочу перемен. Вы знаете, честно могу сказать, вот мужчина сейчас, он очень сильно испугался, что вы можете уйти от него. Да, именно вот в этом подвешенном состоянии. Именно когда между вами все подвисло и не развивается. Это когда вы не спасаете отношения, когда вы закрылись, а когда вы не обращаете на него внимания, когда вы занимаетесь своими делами и совершенно не думаете о том, а как ему. То есть если раньше вы спасали отношения, если раньше вы, может быть, даже где-то на что-то закрывали глаза, обходили острые углы, ну, по-женски. Все мы женщины, да. Все мы женщины, которые хотят спасти ситуацию, дать ей еще один шанс, возможность. Ведь мы в это вложились, ведь мы любим этого человека. И, конечно, мы готовы бороться за любимого. Но если этот любимый человек начинает пользоваться нами, то, конечно же, мы перестаем доверять, и мы чувствуем себя преданными. И единственный способ себя спасти – это закрыться, переключиться, как бы больно не было. Но вот сейчас вы находитесь именно в тупике. В тупике, когда вам, с одной стороны, себя жалко, и вы себя жалеете, что вы ввязались в такую ситуацию. Где-то на подсознании, да, есть сожаление. Ну, а с другой стороны, как говорится, да, я по тройке жезлов вижу, что здесь женщина говорит, все ошибаются, все попадаются на крючок кому-то, все, как говорится, получают шишки на своих ошибках, но эти ошибки надо исправлять. Нужно брать себя в руки, идти дальше. И мужчина прекрасно понимает, что у вас именно такая позиция.
То есть он четко осознает, что к вам сейчас просто так не пройти. Вы сейчас просто так не подпустите к себе, только с конкретными действиями, с конкретным предложением, да еще и непонятно вообще, свободны ли вы или нет. Я хочу посмотреть, мужчина, что у него сейчас в личной жизни. Вот у него конкретно, что у него сейчас в личной жизни. Почему он так переобулся, почему он так заволновался? Потому что я вижу, как будто бы здесь мужчина был настроен сначала на одно развитие отношений. Он был уверен, потому что здесь он и король жезлов, и император. Он уверен в своей правоте, он уверен в том, что у него все получится, или что он, может быть, вас быстро забудет, или он переключится на что-то позитивное, да. Ну, то есть мужчина даже не переживал о том, что он будет в короле кубков, что он влюбится, что он будет страдать из-за этой любви. Посмотрите, 2 пятерки. Здесь на самом деле страдание, у него депрессия. Он закрыт полностью. Он постоянно думает о вас. Он постоянно вспоминает вот эти вот моменты, когда вы были рядом с ним. И он к этому не готов. Он к этому вообще был не готов. И сейчас у него дикое желание восстановить отношения. Что у него в личной жизни? Вот что я хочу посмотреть. Что же у него в личной жизни? А ничего. А вообще ничего. Пятерка пентаклей говорит о том, что у этого человека вообще ничего не ладится. То есть нет доверия, нет чувств, ощущение брошенности, ненужности. То есть я никому не нужен, как бы я тут ни скакал со своим жезлом, да, я никому, оказывается, по-настоящему не нужен. Да, он постоянно попадается в какого-то дьявола, он все время ошибается, у него постоянно какие-то зависимости, у него постоянно какие-то ситуации, которые загоняют его в тупик. То есть он попадает в дьявола. Что у него в личной жизни? Смотрите. Та женщина, о которой я сейчас мечтаю, я ее не могу вернуть, потому что я ее, скорее всего, потерял. А то, что у меня есть, меня это не устраивает. Почему? Потому что там нет доверия, там нет искренности, там нет вот этой настоящей любви. Еще. Да. Здесь мужчина очень сильно страдает из-за того, что он не может получить именно то удовольствие, которое он получал раньше. То наслаждение, вот эту легкость, непринужденность, радость в отношениях. Когда человек понимает, что меня любят, и я люблю. Только осознание любви к нему пришло очень поздно, очень поздно. Что у него в личной жизни? Ошибка за ошибкой. Ищет развлечения, на стороне не получает. Ищет как бы переключиться, забыться, не получается. Та, которую любит, не может получить. Или для того, чтобы ее получить, нужно изменить свою жизнь. А он не готов сейчас. Да, сердце разбито. В любви полностью ему не везет, честно скажу. И он со временем это понимает еще больше. Может пить, кстати, у кого мужчина пьет, он на самом деле может пить. Он может заливать свое горе алкоголем, какими-то встречами с друзьями. Ну, у него, но зато, когда он протрезвеет или когда он на самом... Вот смотрите, вот этот человек, он пытается забыться. Забыться, почему? Потому что сердце у него разбито. То есть он на самом деле понимает, что он одинок, что у него нет той женщины, которая раньше его и поддерживала, и спасала, и как-то, вы знаете, и понимала, и вдохновляла. И он пытается забыть в гулянках, в пьянках, может быть, в встречах с друзьями или какие-то моменты, которые его отвлекают. Может, кто-то спортом занимается. Но понимаете, как только он остается один, он опять возвращается к тем же мыслям, которые у него были. И он ждет. А чего ты ждешь? Давай посмотрим вообще, в принципе. А чего ты ждешь? Бери, да иди к этой женщине.
Иди и расскажи о том, как ты влюблен. Вот здесь император, конечно. Ой, императоры редко у нас, да, приходят и признаются в любви, в чувствах, в том, что они на самом деле привязались к кому-то. Почему? Потому что для них это слабость. Это слабость. У них должно быть все под контролем. И не дай бог, там где-то я потерял контроль над своей жизнью, да, поэтому, ладно, давайте посмотрим, что ты думаешь о действиях в сторону смотрящей тебя женщины. Он хочет проявиться, хотя в победу он не верит, да, но написать вам сообщение, узнать, как у вас дела. Смотрите, все будет зависеть от того, как вы отреагируете на его сообщение. Здесь будет сообщение «Паш мечей», то есть я хочу встретиться. Вообще мужчина планирует на встречу, на поездку, на то, чтобы увидеться, поговорить, прояснить ситуацию. Но, конечно же, по семерке кубков это может быть и самообманом. То есть он четко осознает для себя, что вы можете дать ему отворот-поворот. То есть никакого шанса на то, чтобы встретиться, он может и не получить, кстати. Но он готов рискнуть. Он готов рискнуть, он готов все-таки попробовать. Ну и от того, как вы проявите себя, мужчина уже будет действовать. То есть если вы, например, да, будете холодны или вы четко ему дадите понять, что у вас уже другой человек, то мужчина больше никаких попыток в вашу сторону делать не будет. Хорошо, а для чего ему эти действия? Для чего ему эти действия? А я хочу все-таки попытать счастье, создать семью или счастливые здоровые отношения. То есть я хочу изменить себя, изменить свою жизнь. Я очень много думал, говорит мужчина, и решил, что пора бы взрослеть, пора бы брать на себя ответственность. Да, он готов быть королем Пентакли, он готов на самом деле, да, разрешить какой-то вопрос. Кстати, у кого мужчина женат? Здесь для вас немножко другая трактовка. Что он вам может предложить? Но мужчина хочет вас вернуть опять в тот же статус. То есть разводиться он не намерен. То есть, вот смотрите, здесь буквально два слова для тех, кто женат. Если он женат, разводиться он не намерен, но и терять тайные отношения, которые для него стали важными, он тоже не хочет. Поэтому он дает себе возможность вернуть эти отношения. Если вы соглашаетесь, то он пользуется этим. Если не соглашаетесь, то, конечно, с сожалением уходит. С сожалением уходит. Но разводиться он не будет. Не будет. А вот если вы знаете, что мужчина свободен, вы свободны, и между вами нет третьих лиц, то имейте в виду, что мужчина здесь готов предложить вам статус жены, статус постоянной женщины, там, невесты, да, для кого-то, официальные отношения, открытые отношения. То есть он готов вас знакомить со своими родственниками, с близкими, вводить в круг друзей, знакомых и так далее. Почему? Потому что здесь мужчина осознал, что он на самом деле влюбился. И эти чувства изменили его. Эти чувства дали ему понять, что, скорее всего, ему намного лучше с вами, чем без вас. И то, чего он боится, его просто уничтожает. Поэтому он дает себе шанс для того, чтобы спасти свою жизнь и сделать себя счастливым. Хорошо, давайте тогда смотрим конкретные действия. Действия мужчины в вашу сторону. Действия мужчины в вашу сторону. Да, идет он. Идет прям на пороге. Идет с трансформацией, идет с переменами. Идет на самом деле, чтобы предложить вам что-то новое. Вот честно могу сказать, если мужчина свободен, ждите предложения руки и сердца. Ждите предложения по поводу переезда, по поводу того, что нам пора уже признать наши чувства и построить эти отношения
как нормальные, здоровые и перспективные. То есть мужчина созрел, мужчина готов, и он готов вам об этом сообщить. Почему? Потому что настрадался. Ну, настрадался. Здесь очень много пятерок, когда и себя винил, и вы знаете, даже где-то что-то подумал, осознал, понял, и здесь пришло осознание, что я веду себя как ребенок, да? То есть я веду себя не как мужчина, а как ребенок. И это заставило его трансформироваться. То есть мужчина идет после трансформации, после перемен. Он обнулился, он оставил все свои недостатки, негативные качества, негативные мысли, страхи позади и готов к новому. Ну что, удачи вам тогда. Всего вам самого хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Ну а пока я рассчитываю на обратную связь. Пока, пока, ваша Елена. До новых встреч.